Добрый день, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Я обещал поделиться с вами информацией. Пока еще идет зимовка, причем это самый ответственный месяц, февраль. Сегодня на календаре 18 февраля. Погода колеблется в пределах по ночам до 15 градусов мороза, днем теплее до 4, минус 4, минус 6. Зимовка идет полным ходом, снежком немножечко притрусила крышки ульев. То есть самое время контролировать, 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 особенно, как я сказал в прошлом видео, остатки кормов. И сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями на основании опыта, на основании каких-то рассуждений, имеющих определенную аргументацию. Чем же сейчас кормить пчел? Потому что слушал даже некоторых пчеловодов, уважаемых, и знаю некоторых людей, которые кормят исключительно канди. Я не буду вас отговаривать кормить канди, добавлять канди. Опять же, хочу сказать тем подписчикам, которые за мной постоянно следят, кто знает меня уже не первый день, не первый год. Да, у меня были видео, в которых я говорил, лепешки не кладу, кормить не нужно, никогда семьи не кормлю и так далее. Эти видео вы видите на экране. Я не хочу противоречить своим словам и отказываться от них или что-то другое говорить. Речь снова же пойдет так же, как и в тех видео. Вы можете их посмотреть, довольно они интересные получились, нормальные. Я лишь в них подчеркивал, что кормов должно хватать от начала зимовки до ее конца. И показывал методы, как я контролирую и убеждаюсь в том, что всего хватает. Сегодня видео о том, что мы в какой-то из семей увидели и убедились в том, что кормов не хватает. И тема пойдет не о том, чтобы отговорить или же переубедить, а именно чем покормить, как правильно, как лучше и в какое время. Значит, есть, конечно, в пчеловодстве и от уважаемых ученых рекомендации о том, что можно и сиропом закормить в декабре еще, когда у семьи совершенно нет кормов. Но я сторонник того, чтобы от тех семей, которые в сезоне хорошо сработали, нашли мед, собрали его, запечатали, и у них появились лишние рамки, всегда иметь эти рамки у себя где-то в хранилище, и при условии, что вы увидели недостаток кормов, заменили на эти рамки, и все. Конечно же, при условии, что, опять же, еще одно условие, что у вас там в семьях порядочек, нет никаких болезней, чтобы с этим медом не перенести какую-то заразу другим семьям. Итак, у нас не хватило корма, нет рамок, или же это уже не начало зимовки, а конец зимы. Я показывал, вы видели, как дозимовать без кормов, я показывал, что перетрушиваю семьи на рамки, можете посмотреть, как я это делал. Там было два условия: наличие этих полномедных рамок, и второе условие — это тепло на улице. Сегодня холодно, рамок нет, что делать? Нужно поверх рамок покласть корма. Какие это корма? У нас не так много выбора. Это жидкий сироп, который мы сразу же говорим нет, 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 потому что он добавит влагу, он заставит пчел его перерабатывать. Исключение может составить только инвертированный сироп, но это лишняя влага. Сейчас она там не нужна. Для того, чтобы дозимовали, если они дожили уже до этого момента, мы рассматриваем только два вида кормов. Это канди и мед. Также у меня спрашивали, и способ такой все знают, покласть просто рамку с медом на рамки. Не совсем лучший вариант, потому что рамку нужно прогреть хорошенечко, покласть поверх рамок. Ну, если это сильная семья, то там вопросов нет. В сильной семье, друзья, можно делать все. Можно даже сиропом ее кормить. Лишь бы у них было какое-то топливо, на чем они смогут дальше продолжать свою жизнедеятельность. Мы говорим о семьях средней силы, там 7-9 рамок. Ну, даже 9 это уже можно сильно отнести, там 6-7 рамок, вот такие семьи, которые сидят спокойно, но они сидят уже у задней стенки, или вы видите, там чуть-чуть посыпались где-то и так далее, есть какие-то нюансы. Или же негодяйки такие расплод погнали по теплу. В данном случае у нас только мед и только канди. А почему я все-таки склоняюсь больше к меду? Во-первых, это природный корм, который уже ферментирован на глюкозу и фруктозу. То есть пчелам его просто и легко брать. Плюс ко всему, если мы посмотрим с вами на состав меда, я имею в виду наличие в нем воды, процентное отношение, нормальное процентное отношение в меде, когда мы его откачиваем, считаем зрелым, колеблется там в районе 18-19%. 20-22 даже нормальное еще идет жидкие меда. Так вот, когда он начинает кристаллизоваться, процент этой воды немножечко уменьшается, но в любом случае он там остается, никуда не девается. И этой влаги пчелам достаточно для того, чтобы взять этот мед и
приготовить его в пищу, для того, чтобы его употребить в пищу и накормить матку, в том числе и даже переработать для расплода, который там уже может начинаться в это время. Ну и кроме всего прочего, друзья, мед содержит необходимые элементы для пчел, которые также будут им полезны в употреблении. Почему я против, лично мое мнение, почему я против канди? Первый недостаток канди, как правило, его пчеловоды редко кто сам готовит, покупной канди. Вы не знаете, какой мед в составе этого канди. То есть вы можете, по сути, себе занести какую-то заразу. О качестве меда мы не знаем. Второй недостаток, который я отношу к канди, это его сухость. Процент влаги там однозначно меньше. В сильной семье, окей, порядок пойдет, в слабой семье тяжело брать канди. Третий недостаток – это содержание там большого количества сахарной пудры, которая является ничем иным, как сахаром, который нужно перерабатывать. И для того, чтобы успешно потреблять канди, нужна влага, вода. И если это раннее весеннее развитие, когда пчелки имеют возможность слетать за водой, тогда вопросов вообще никаких нет. Можно, опять же, кормить всем, что горит, как говорится. Если мы говорим о вот такой зимовке глубокой, когда семью нужно подкормить, дать ей мед, то нужно давать мед. Как его дать, друзья? Два варианта. Одно видео я показывал, как дать мед пчелам, коротенькое, там оно залетело, пошло, все смотрят, но чем плохи коротенькие видео, можно показать, но не уточнить, для какого периода показано это видео. Оно там больше всего показано, конечно же, для весеннего периода, потому что дается в пакете, там с небольшим количеством отверстий и так далее. Какой недостаток пакета для вот такой вот зимовки, о которой я говорю в третий раз уже за это видео? Холодно, пчелы сидят в тесном клубе, малоподвижны, они могут не достать корм в вашем пакете. Вы можете в пакете его покласть на рамки, и они просто его не возьмут, потому что малочисленная семья, еще какие-то нюансы, кто-то там где-то достанет, пчела уйдет вся в сторону и так далее. То есть много отверстий наделаете или разрежете пакетик, мед может вытечь, особенно если начинается расплод, чуть-чуть будут подогревать, потечет по рамкам, сделает им только хуже. Будут все в меде, и он будет валяться на донышке. Сейчас я вам покажу, как я дал старым дедовским способом, по совету моих наставников, одного из, дал старым методом, как я раньше говорил, это вот эти лепехи, марля, лепехи. Но в этом году я последовал этому совету, и той семье, которая аварийно и потребовала корма, я дал именно на марлю. У меня спрашивали, а не будет ли с марли легко протекать. Мед имеет довольно-таки хорошую густую консистенцию. Разогретый мед просто в комнатной температуре, никаких там печек, плит, распуска и так далее. Просто занес ведро с медом. Оно постояло в комнатной температуре 2 суток. Я нашкрябываю ложкой, именно подчеркиваю, что я не кусками его откалываю и кладу, а именно ломаю эту структуру кристаллов, чтобы мед был такой вот солидолообразный, пастообразный. И в таком виде я его кладу на марлю. Марлю делаю именно такой формы, которая покроет мне рамки именно в той семье, в которой мне нужно. Сейчас покажу вам. То есть, друзья, получается, что это позволяет расположить корма именно над самой семьей, на том месте, где оно им нужно. Вот здесь вот марля лежала вот таким вот образом. Вот это все, ну, наверное, процентов 35 они съели. Ну и вышли сюда наверх, там у них точно в рамке есть корма. Вот такая семейка, сколько здесь? Раз, два, три, ну, 4 улочки, наверное, 3. Тут немножко тоже пчел есть. Будем считать 3-3,5 улочки. Вот они здесь корм этот взяли. Куда они будут дальше двигаться? Под рамкой они будут проходить. У них в каждой из этих секций есть мед. Посмотрите, вот я его пальцем сверху, он же холодный, и я его вот здесь придавливаю, он вполне пригоден для употребления. Такая семейка подводочек в большом улье у меня одна, но кроме нее у меня проблемными оказались этой зимой мои нуклеусы. Мало у них было кормов, и я один из них вам сейчас покажу. Давайте вот этот, который на 2 рамки, который совершенно узенький. Покажу, как здесь корма расположены в нуклеусе. Я стамеску не взял. Вот таким вот образом я разложил марлю полностью поверх рамок. Из средней улочки выйдут, значит в средней. Здесь вот они есть, вот они ходят, выходят, закрываю, чтобы зря не вылазили, не погибали даже 1-2
ни к чему это. Вот они там все это возьмут. Но в этих нуклеусах я успел сделать ревизию по теплу и дал им полномедные рамки. То есть там у них, в принципе, корма в рамках есть. Поэтому это такая подстраховка. Им тут на всю весну корма хватит, пока они 2 рамки расплода там не засеют. А вот в соседнем нуклеусе тут семейка сидит чуть-чуть более многочисленная. Они объединены там с 2. Ну, не могу показать, вылазят очень активны. Ну, поверьте на слово, вот здесь вот в марле уже нет меда. Они его вот здесь вот взяли. А там, скорее всего, ну вот здесь вижу есть, там вот по той улочке, скорее всего, тоже есть. Поэтому, друзья, такой способ позволяет нам распределить корма по всей вот такой вот площади, так сказать, 100%. Сколько марли, столько вот 100% распределить над самим гнездом, над самим клубом, распределить таким образом корма. Поэтому, если эта информация кому-то поможет, то я вам сказал о своих каких-то доводах по поводу канди мед. Решать вам, никого не отговариваю и не переубеждаю. Пробуйте, решайте, но однозначно канди должно быть без пыльцы. Пока еще перговую подкормку давать не нужно. На этом, друзья, с вами прощаюсь. Надеюсь, кому-то это видео будет действительно полезным. Успешно вам, успешно дозимовать, сильных семей. Всего доброго, всем пока.